Мы живем с вами в очень быстром мире, в котором очень много информации, очень много событий, и мы все с вами так или иначе подвергаемся стрессу. Давайте вместе разбираться, что же такое стресс, как его предотвратить, как с ним бороться, что на это скажут врачи. И сегодня у меня в гостях психиатр Юлия. Юлия, приветствую вас. Мы сегодня с вами поговорим о такой очень распространенной теме стресса. Мне кажется, что это слово сегодня знает даже ребенок. И я в интернете столкнулась с таким понятием, как стресс и дистресс. Вы, как психиатр, наверняка точно знаете, в чем разница. Расскажите, пожалуйста. Стресс и дистресс, разница только в знаке. Мгм. Еще можно сказать, что стресс, F-стресс это хороший, а дистресс плохой. Ага, а как можно отличить стресс хороший от плохого? Во-первых, отличить в эмоциях, в чувствах, которые испытывает человек во время этих стрессов. Когда хороший стресс, то это, как правило, подъем, воодушевление, может быть, даже восторг, разные положительные, хорошие чувства, эмоции человека. И он длится, как правило, не очень длительное время. А плохой стресс, это, конечно, сопровождается больше отрицательными, тревогой в основном, подавленностью, тоскливостью, и длится он долго. Как правило, вот уже временной промежуток где-то уже 2 месяца и больше. Мгм. Все-таки это уже, да, разрушающие моменты наступают. Юлия, расскажите, пожалуйста, очень еще такое распространенное слово, как депрессия, которая, опять же, вызвана стрессом. Насколько я знаю, депрессия это все-таки больше уже диагноз. И мы очень часто сами себе ставим эти диагнозы. Как можно отличить депрессию от стресса? То есть, ну, все-таки стресс это действительно то, что мы испытываем каждый день. Мы сегодня с вами тоже с ним чуть-чуть столкнулись, пока подключали нашу конференцию, да. И нельзя сказать, что он был плохой или хороший, но он был. Вот. А как отличить все-таки депрессию от стресса? Но это разные состояния. Стресс все-таки это реакция организма на действие каких-то факторов извне или снаружи. А депрессия это расстройство настроения. И диагноз, да, правильно вы говорите, все. Расстройство настроения сопровождается еще другими симптомами снижения аппетита, нарушения сна. И депрессия не обязательно связана со стрессом. Она может быть как совершенно самостоятельная единица существовать. Хотя Мгм. депрессия тоже мы в результате стресса. То есть стресс, он как первичный фактор, который запускает какие-то механизмы, которые могут привести к депрессии. А есть ли какая-то, может быть, методология или какие-то техники, чтобы не довести до депрессии? То есть, понимая, что я нахожусь в состоянии стресса, что мне нужно сделать, чтобы не усугубить эту ситуацию? Вопрос непростой. Я думаю, что надо дать возможность стрессу пробыть и прожить его, потому что у стресса есть свои законы развития, биологические, психологические, и чтобы этот стресс прошел, как ему положено, потому что как только начинается стресс, то сразу же подключаются и антистрессовые механизмы. Другая работает нервная система парасимпатическая и другие гормоны. И когда этот стресс проживается, завершается, и ситуация, может быть, как-то завершается, и все идет как положено, то стресс завершается, и все не обязательно он переходит в депрессию. Другое дело, что когда какие-то механизмы, может быть, извне или снаружи, мешают этому стрессу протекать, как ему положено, либо идет переход этого стресса в затяжной характер, или, может быть, ситуация не разрешается, которая является причиной этого стресса. Или человек не может изменить отношение к этой ситуации. Да, есть же выражение, если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. То, как правило, вот в этих случаях, если человек не справляется и срываются вот эти вот механизмы приспособления к этой ситуации, то может быть и наступить истощение. Это третья стадия стресса, и тогда
как раз и может и возникнуть и слабость, истощение, и в том числе и депрессия, когда Мгм. уже не хватает ресурсов. Но нужно, есть такие симптомчики, на которые нужно обращать внимание уже перехода, допустим, этого вот стресса, такого, как мы говорим, адаптационного или приспособления вот этого стресса, когда уже этот стресс переходит в депрессию, есть симптомы такие, по которым можно ориентироваться. Что это за симптомы? А это могут быть телесные симптомы. Нас тело не обманывает. Мы можем обращать внимание на а, нарушение сна, во-первых. Сон какой-то тревожный, он поверхностный. Потом могут быть сердцебиения какие-то периодические, могут быть нарушения дыхания. То есть телесные симптомы нужно всегда иметь в виду. Также может и аппетит снижаться, да, какое-то, может быть, даже ну, вплоть до отвращения к пище. Какие-то другие могут быть проявления среди телесных каких-то моментов. Ну, также тревога, это все может быть проявление тревоги, то, что я говорю, вот эти вот телесные какие-то симптомы, давление может скакать, и даже могут быть панические атаки развиваться. Это тоже как раз может быть признаком вот этой затяжного течения этого стресса. И когда начинает что-то смущать в организме, то нужно всегда обращать внимание, нужно быть внимательным к своему телу и прислушиваться, да, прислушиваться, что оно хочет. Юль, у вас огромный опыт работы в психиатрии, в психологии, ну это наверняка все взаимосвязано, хотя мы понимаем разницу. Все-таки кто больше подвержен стрессу, мужчины или женщины, дети или взрослые? Есть какая-то, может быть, у вас своя собственная личная статистика вашей аудитории, ваших пациентов? Где вот нужно больше обратить внимание все-таки? Кому? Ну, с детьми у меня опыта нет, я взрослый психиатр. Что касается половой принадлежности, тоже в основном я часто вела мужчин. Они очень сильно подвержены стрессу, очень сильно. Другое дело, что они по-другому его переносят, они его сдерживают. Кстати, вот опять же, да, про эти установки, запрещающие мужчинам плакать, это является плохим таким фактором для того, чтобы стресс нормально протекал. Поэтому плакать можно, и когда пациенты говорят, что можно ли плакать, там стесняются, говорю, пожалуйста, плачьте, вы зачем сюда пришли, чтобы плакать? Э, Но сдерживают они. Это неверно. А женщины, они тоже подвержены стрессу, они только про его переносят по-другому. Эмоции, и все это у них протекает более бурно. Это не значит, что это легче. Просто они по-другому это переносят. И все-таки у женщин стрессоустойчивость, ну, это опять же по данным литературы, что у женщин стрессоустойчивость все-таки немного больше за счет их половых гормонов, за счет, опять же, некоторых отложений жировых, которые нужны женщинам для того, чтобы справляться с этим стрессом. Ну, это допустимые отложения жира на животе, на бедрах, ну и на ягодицах, вот эти вот места, где наша подушка безопасности. Мгм. Вам сложно привести сейчас какие-то статистические данные научные. Ну, Это так мое просто наблюдение. навскидку, Это да. мое наблюдение. Мнение мое, что подвержены все стрессу. Вот. Другое дело, что опять же, какой стресс, стресс-то разный, что для кого по-разному может быть стрессом в разной ситуации. Да, это точно. Как все-таки стресс может повлиять на здоровье? Почему все-таки стоит обращать внимание на сигналы тела? Потому что, знаете, как мы сейчас так живем быстро, и мы очень часто не обращаем внимания на там, сонливость или ту же тревожность, потому что мы все время за что-то переживаем. Вот чем грозит? Давайте раскроем вот эту, ну, страшилку такую, да, к чему это может привести, если не обращать внимания на себя. Игнорирование, да, или не обращать внимания на себя, это вообще плохо. Игнорировать что-либо не рекомендуется категорически. Но дело в том, что м, чем грозит стресс, это развитием
Сейчас скажу сначала, а потом расшифрую. Развитием психосоматических заболеваний. Вот такое слово психосоматика, которое сейчас многие употребляют, но вот где-то услышали, а что такое психосоматика? Психосоматика – это то состояние, когда м, психологические проблемы человека заставляют болеть тело. Когда да, есть такой, ну, одна из таких, когда есть такое тоже еще расхожее выражение, невыплаканные слезы заставляют плакать внутренние органы. Это тот же самый, да. Есть же, вот я знаю, что велись исследования нашими советскими еще учеными о наличии адреналина в слезах до стресса и после стресса. Были даже люди, которые участвовали в этих экспериментах, не рассказывали. Коллеги, кстати, которые участвовали в этих, ну, не экспериментах, а, ну, как это называется, исследованиях, что ли. Экспериментов, наверное, немножко звучит жестковато. Вот. И когда брали содержание адреналина слезной жидкости до и после, то после отреагирования, плача, этого адреналина было больше. То есть вот это очень важный момент. И ведь причина стресса является конфликт, как всегда, либо внешний, либо внутренний. С внешним-то понятно, а что такое внутренний конфликт? Это противоречие между потребностями. Потребности наши все, которые существуют. Совершенно разные потребности между тем, что я хочу и что я могу, между тем, что я должен и что я хочу, между тем, что я реально могу и моими возможностями. Да? Как, опять же, вспоминаю фильмы, где «Кавказская пленница», там, помните, да, был такой тост: хочу купить дом, но не имею возможности. Могу купить козу, но не имею желания. Там слово «выпьем» звучало, но оно в данном случае неуместно, но тем не менее они за то, чтобы желания совпадали с возможностями. И вот как раз это случай идеальный, но такого не бывает. И потребности масса, и базовые потребности между заботой и получать заботу и отсутствием этой заботы, между потребностью получать внимание, любовь и отсутствием этого внимания, еще много-много чего. И совершенно бывают разные уровни, разные степени тяжести этих конфликтов, но это все внутренние конфликты, которые бывают совершенно несовместимы между собой, они противоречивы, взаимоисключающие, они не дают человеку жить. И если это все, вот именно эти внутренние конфликты игнорировать, то это развивается стресс, а стресс приводит к вот этим самым заболеваниям, психосоматических заболеваний, таких выявленных Александром 7 штук. Но и на самом деле их очень много. Сейчас уже и диабет относят, сахарный, к психосоматическим заболеваниям. А это связано, что нарушается обмен веществ. Он протекает уже неправильно, как Мгм. положено. И много кортизола, много очень кортизола, при этом постоянно тревога, постоянно вот какая-то готовность такая, да, где-то с кем-то сражаться, что-то доказывать, да, причем ощущение даже возникает какой-то угрозы, а эта угроза, она может быть совершенно мнимая, да, я не беру сейчас вот ситуации, когда реальная угроза, мы Мгм. этих же ситуаций сейчас не касаемся, правильно, это особая совершенно история, а здесь, когда человеку вроде даже угрозы нет, но у него постоянно эта вот неуверенность, дискомфорт и эти циркулирующие постоянно гормональные какие-то вещества и комплексы, они разрушают организм, белки, разрушается структура тканей, и в зависимости от того, какое слабое место у человека, либо или суставы, или сердце, или слизистая оболочка желудка. Это все так вот. Юль, и такой последний вопрос. Можно ли самому справиться со стрессом? Или все-таки стоит прибегать к помощи специалистов? И если да, то какая стадия уже должна быть? Какой этап должен быть, чтобы понимать, что мне надо к специалисту? Ну, знаете, сам человек со стрессом справиться с легким или средней степени вполне может. Для этого нужно просто учиться этому управлять стрессом. Есть методики, есть рекомендации много разных.
вполне человек. И даже сейчас такая жизнь, что приходится нам самим справляться со стрессом, потому что ну, другого выхода просто нет. Каждый день, да, вот вы говорили, что каждый день мы находимся то одно, то другое, то третье. Это круговер, бесконечно времени не хватает. Вот. И поэтому периодически там нужно замедляться, структурировать, планировать. И есть способы помочь себе. И человек, который заботится о своем здоровье, задает себе вопросы периодически, а что происходит сейчас, да? Что я думаю, что я чувствую, как я дышу, что я делаю. И если это все совпадает в одном флаконе, да, где-то близко примерно вот в одном ключе, тогда эта ситуация более-менее благоприятная. Когда начинает человек думать, что что-то не так, думаю одно, говорю другое, делаю третье, то это уже точно стресс. И если вот эти способы справиться со стрессом не помогают, которые были, да, применены, то здесь, конечно, уже стоит обратиться к врачу, не к врачу, а к психологу. Психолог уже задает вопросы, делает какое-то тестирование, определяет уровень стресса. Кстати, это связано с выгоранием, да, тема тоже такая эмоциональная. Это же тоже считается у некоторых авторов, что это третья стадия этого стресса, как раз выгорание, когда уже не хватает ресурсов собственных. А когда не хватает ресурсов, это слабость, нарушение сна, где-то раздражительность, периодически сердцебиение, недовольство, такое-то вот. И чувство, что что-то не нравится постоянно, хочется, уже противоречия вот эти вот, бесконечно потребности, то одно, хочется, не знаешь, то ли мыть полы, то ли кушать, да, вот такое вот. И человек мечется, думает. Здесь, конечно, когда наступает уже ощущение, что я не справлюсь, да, где-то вот, опять же, на свои какие-то ориентироваться чувства. Клиент всегда говорит, что обращайте внимание на что вы чувствуете. Это сложно, доступно мало кому, потому что там не обучаются люди как-то вот почему-то, ну, не очень принято, что ли. Вот это все, эмоциональному интеллекту это обучаться. А это очень грамотно и правильно определять свои чувства, их осознавать и проговаривать. Я злюсь. Да? Если этого человек не делает, он не умеет, у него нет способов, то, конечно, у него есть возможность дальше катиться, начинаются панические атаки, у него или какие-то другие формы вот этих вот, или даже, не дай бог, психосоматические заболевания. Такие вот. Это, конечно, уже вообще не здорово. Юлия, большое спасибо, это было очень познавательно. Юля затронула тему симптоматики стресса, а точнее, к чему приводит стресс, к каким заболеваниям. Говорила о том, что из-за стресса может развиваться сахарный диабет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, может быть, вам известно, какие еще диагностированные заболевания может вызывать стресс. Врачи говорят, что нельзя запускать симптомы стресса. И это правда. Поэтому я хочу порекомендовать вам курс самопомощи «Тревожность», ссылку на который вы найдете в описаниях к этому видео. Я желаю вам стрессовать только по хорошему поводу. До встречи в новых видео.